Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке мы будем снова оплетать канву. У меня вот такой наборчик, то есть все в одной коробочке. Я уже выпрямила вот эта канва. Сейчас покажу, что еще входит в набор. Смотрите, такая бирочка handmade, красивая, все в золотом цвете. Пукли, это делаем ножки для нашей сумки. Кольца, полукольца, все это тоже есть для создания. Иголочки, маркеры. Красивый такой замочек, все под золото. Такие ручки и цепь. Это все в комплекте. И в работе также еще будет вот такая трикотажная пряжа с эффектом кожи. Очень красивое будет сочетание черного с золотом. Все реквизиты, где что покупала, оставлю в описании под данным роликом. Набор с канвой и отдельно пряжа. Так, сейчас я отсоединю все детали. И по логике, в принципе, сразу надо было бы вставить замочек. Но мы вот эту вот часть оставим и начнем плетение. Сейчас вам все подробно расскажу. Итак, нам необходимо сначала вот эту всю нашу основную деталь разделить на части. И у меня для узора должно быть четное количество полосочек. Да? Я беру маркеры, смотрите, и считаю по 9 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ставлю в 9-ю клеточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь поставим. Ладно, вот здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну и оставшиеся 9 только... Ой. Еще раз считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В 9-ю. И остается тоже 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть у нас будет 4 полосы по 9 клеточек. Делаем удобный для вас отрез. Ну, это будет там 200, 250, 300 сантиметров. Смотрите сами, как вам удобно. В принципе, узор совсем не сложный. Здесь не нужны никакие навыки вязания. Мы просто будем по клеточкам плести. И еще мне иногда пишут, что типа возьмите железную иголочку. У вас сколько иголочек вы сломали? Ни одной не сломала. Вот серьезно, ни одной не сломала. Потому что клеточка крупная, смотрите, 4-5 миллиметров. Это не клеточка 2 миллиметра. И начинаю вот с этого угла. Вот у меня маркером помечен вот этот угол. Ввожу в соседнюю клеточку. Да, конечно, чтобы было красиво, можете вашу эту трикотажную пряжу складывать, как вам удобно, в красивую трубочку, чтобы только лицевая часть была видна на канве. Я сейчас маркер уже уберу, он мне уже не нужен, только будет мешать. И делаем 6 полосочек вот таких по диагонали. Если перекручивается, понятно, вы складываете так, как вам красиво. С изнаночной стороны, если закончится у меня пряжа, я буду присоединять иголочкой. Закончится я вам тогда покажу. Третья полоса. Так, нам надо таких 6. 1, 2, 3,
4-ю, 5-ю, 6-ю по диагонали сделайте самостоятельно. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6 полосочек. Нить у меня вот здесь выходит внизу. Возвращаюсь вот в эту, клеточку. И заполняю как бы в противоположном направлении. То есть сначала вот эти 2 клеточки. Далее иду в соседнюю. Поправляем, чтобы красиво лежало. Далее смотрите, все, здесь уже клеток у нас нет, поэтому иду вот в эту клеточку, а следующая клеточка у меня будет вот здесь по диагонали, вот так. То есть одна линия, не доходя до этой полосы, вторая уходя вглубь, следующая опять вот здесь, следующая чуть глубже. Сейчас покажу. Так, сначала идем вот сюда. И сейчас в длину мы заполняем, у нас будет 12 полосочек. Да, поправляем, чтобы было красиво. И идем вот сюда. Смотрите, вот здесь с изнанки вот эта наша полоса, ее как удобно вы делаете, да? Можете, вот я сейчас ее в сторону, влево себе отгибаю, чтобы пройти вот в эту клеточку. С изнанки у меня будет подкладка, то есть я в принципе соединять буду где угодно и как угодно свою пряжу. Вы же смотрите, если у вас не будет подкладки, то, конечно, сшивать надо, да, красиво, аккуратно, чтобы сумочка внутри была красивая. Так, следующий вот здесь, как я и говорила, да, эта клеточка, потом по диагонали следующая клеточка, это следующая, это следующая. Так, сейчас у нас вот это. И таких 12 полосочек. Иголочки, которые в комплекте, довольно плотные. Сколько уже я оплела таких, ну, то есть она не ломается, мне ей удобно оплетать. Так, следующую берем клеточку, которая глубже, вот так. Если даже с изнанки переплетается, тоже делайте, чтобы вам было красиво. Следующий квадратик вот здесь. И потом квадратик идет чуток глубже. Вот сюда заходит. Так, таким образом и заполняем. Крайняя точка у нас будет вот здесь с краю. И вот эту вот диагональ. Пока не будет 12 полос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сейчас. Ну вот, смотрите, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 полоска. Пряжа у меня внизу. И я захожу вот в эту клеточку. Все, и теперь опять в этом направлении
заполняю теперь уже тоже 12 полосочек. Опять же, заходя, вот эти клеточки, они находятся, ну, то есть крайняя точка здесь, следующая у нас крайняя точка чуть дальше, внутри, вот таким вот образом, вот сюда. Линия у нас вот эта, то есть крайняя точка одна все время идет по этой линии. И сейчас в эту сторону мы делаем тоже 12 полосочек. Так, что касается, вот опять же, одна точка ниже, вторая точка дальше. За счет этого такой красивый узор создается. Такой, сейчас покажу, как оно смотрится. Вот видите, вот здесь мы тоже одна ниже, одна дальше. Вот оно так красиво ячейки играют. Вот эти вот элементы на пластике, да, они предназначены для колец, когда мы будем приделывать ручки. Я просто их оплету обычным способом. То есть я сами ручки присоединю уже к оплетенному материалу. Поэтому, чтобы не запутаться, ну вот раз, два, три разбито на 3, хотя должно быть 2. То есть вы используете как 2 точки. Используете либо сюда и сюда, либо сюда и сюда. То есть вот эти 3 клеточки это как 2 клетки. По ходу оплетения будете как бы смотреть. Ну, я покажу, как. Сейчас я до них дойду, покажу, как у меня будет. Так, опять же продолжаем и делаем 12 полосочек. Вот смотрите, у меня 10-я полосочка, она приходится как раз на эти клеточки. То есть я буду задействовать вот эту и вот эту. Тогда эту мы не используем. То есть у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, 10-я полоса. Вот аккуратно легло. 11-я. И 12-я полоса, то есть я уже не в эту узкую клеточку, а в следующую. Вот сюда. Вот таким образом. Все, 12 полосок есть. Идем в этом направлении. Разворачиваемся. То есть ниточка у нас внизу, и идем в эту клеточку. Сейчас у меня где-то закончится моя пряжа, да, я покажу вам, как присоединить. Так, следующая у меня идет в длинную, ну, то есть клеточка, которая находится поглубже. Это покороче. Все. Опять же, в этом направлении 12 полосочек заполняем. И так далее. По такому принципу заполняем всю полосу. Я еще покажу, как присоединить новый отрез. Итак, вот у меня в этом месте закончилась моя пряжа. Я беру второй отрез. Складываю вот так, потому что сошью в этом месте и лишнее отрежу, чтобы у меня именно место присоединения приходилось на изнанку. Вот здесь у меня изнанка. И все просто обычным стежком присоединяем и лишнее обрезаем.
Сделаю закреп. И вот эту вот часть, смотрите, лишнюю я ее обрезаю. Все, просто пришивала так, чтобы, ну, вот это место соединения было на изнанке. Все, и продолжаем далее оплетать. Я вам уже покажу вторую часть. Итак, когда вы сделали, вот практически мы оплели одну полосу, смотрите, как сверху у нас получается. Мы опять же считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 полосочек, несмотря на то, что они тут уже вот так вот закругляются. И вот таких два небольших элемента еще в другую сторону. И на этом мы завершим первую полосу. Сейчас покажу, как спуститься вниз, чтобы продолжить плести вторую полосочку. Так, раз, полосочка небольшая, и еще одну сделаем вот здесь. Вот так. Вот только поправить ее. И смотрите, что делаем. Спускаемся во вторую клеточку. И делаем вот такие полосочки по диагонали. Таким образом спускаясь вниз. Опять же спустились ниже, вторая полосочка. И так далее. Таким образом мы спускаемся вниз, чтобы сделать вторую полосу, которая будет отзеркаливать первую. То есть точно такая же, только вот она будет зеркально. Смотрите, вот такими полосками двигаемся в самый низ. Так, сделали вот эту всю полосочку вниз. И теперь мы заполняем клеточки зеркально. То есть у нас будут... Ну вот я вторую детальку уже практически заполнила. Смотрите, вот эти две отзеркаливают друг дружку. И потом с другой стороны две они тоже отзеркаливают. То есть сейчас мы сначала делаем 6 элементов с этой стороны, начиная отсюда. По такому же принципу, как я показывала, только мы сейчас уже делаем это зеркально. В эту сторону 6 полосочек заполняем. Сейчас я заполню 6 полосочек. Заполнили 6 полосочек. Вот у нас маркер, который разделяет нашу полосу. Поэтому идем сейчас иголочкой в этом направлении. И будем делать уже длинный элемент с 12 полосочками. Все, сейчас заполняем вторую полоску. Точно так же, как я вам показывала, спускаемся вниз. Но еще когда спустимся вниз, я еще раз покажу. Чтобы не запутаться, потому что у нас две линии идет, вот эти две зеркальные, и вот эти две будут зеркально отображать друг дружку.
Все, вот наша линия, там, где розовый маркер. В эту сторону заполняем 12, потом в другую 12. Все как обычно по такому же принципу. Итак, вот 12 полосочек в эту сторону. И, как обычно, возвращаемся вот в эту точку и начинаем делать полосочки в противоположном направлении. Все, суть вы знаете. Вот, то есть здесь у нас они будут зеркально располагаться. Сейчас будут вот эти длинные полосочки вот так вот зеркально, как вот это. Вот. Двигаемся вверх, вниз спускаемся, как я уже говорила. Только старайтесь сделать вот эту полосочку вниз, чтобы полосочки были в одном направлении. Так будет, по крайней мере, красивее. Все. Делаем вот сюда 12 и так далее. Отзеркаливаем всю вот эту сторону. Итак, смотрите, я уже прошла все 4 полоски. Сейчас расскажу. То есть после того, как прошла вторую, спустившись вниз, да, смотрите, делаю так, чтобы вот эти зеркально 2 полосы и вот эти 2 зеркально. То есть начала третью полосу вот с этого момента. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И как обычно двигалась вперед, спустилась вниз и начала с вот этой вот части. То есть здесь должны они быть зеркально и здесь. Так, далее смотрите, боковинки. Боковинки. Здесь количество клеточек сколько? 4, 8. Поэтому я делала 1, 2, 3 по 5 полосочек и по 10 длинных. Не 6 и 12, а по 5 и 10. И вот, если их складывать вместе, они у меня опять вот так вот зеркально выглядят. То есть вот так вот будут стоять. Если так складывать, вот они зеркально выглядят, эти боковинки. И еще вот так вот прошлась верхушечки, чтобы потом было удобнее соединять. Еще 2 детали, которые у нас идут. Опять же, вот одна узкая деталь. Здесь все тоже, так, если брать вот так вот, да, как и у основной детали, вот они зеркально попарно отображаются по 6 и по 12. И еще одна вот такая деталь. Опять же, тоже все зеркально. И все вот эти полосы идут, вот эти вот, смотрите, они все в одном направлении. Вот так вот, видите? Теперь, что я делаю? Доделываю. Вот у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот как мы закрываем. Теперь я иду сюда. Все, вот эти хвостики мы спрячем. Итак, на данном этапе, смотрите, замочек сделаю в самую последнюю очередь. Я сейчас соединю детали, и мы с вами выкроем подкладку. Опять же, облегченно у меня будет без боковинок, то есть самый легкий вариант. Складываем вот таким вот образом. Вот эту деталь присоединяем и вот эту деталь. Ничего не перепутайте, то есть смотрите, везде, как и здесь, начиналось вот таким вот образом. Так и на всех остальных деталях. То есть мы сейчас соединяем вот в этом месте, потом вот в этом. Просто у нас такой получается длинный прямоугольник. И выкраиваем подкладку. Просто стежками прячем хвостик, присоединяем вот эту часть.
Смотрите, можете скреплять прямо, а можете делать по диагонали, чтобы вот как эти полосочки. То есть мы сейчас внизу захватили 2 клеточки, а вершина у нас одна. То есть, чтобы сделать просто диагональ, чтобы вот следующие, вот так вот, да. И вот теперь по диагонали мы соединяем 2 детали. Заодно прячу хвостик. Вот таким образом. Потом присоединяем точно так же вот эту деталь. И у нас просто должен пока получиться прямоугольник. Выкроем подкладку, пришьем ее, и тогда уже присоединим замочек и присоединим боковинки. Ну, я делаю таким образом. Подкладка у меня будет такой light, легкий вариант, с которой справится кто угодно. Все, вот так вот по диагонали присоединяем эту деталь и потом вот эту. Итак, ребята, важный момент. Перед тем, как вообще присоединять подкладку, пришивать, присоедините пугли. Они просто присоединяются вот там вот такими болтиками, отверткой. Просто вот эти ножки накручиваются. Я это уже делала, когда у меня подкладка пришита, но так как у меня было вот это отверстие, то в принципе мне это удалось. Но лучше всего перед тем, как шить подкладку. Так, смотрите, подкладка у меня будет вот из такой плотной ткани, да, золотистая, внутри вот такая зелененькая. Я вот так вот с изнанки уже здесь вырезала, но я вам просто покажу, что я просто выкроила, даже никаких отступов, когда кроила, я не делала. То есть я просто мелком обрисовала, так как это такой вот, сейчас покажу, плотненький мелочек, да, то и отступ у меня он самопроизвольно вот так вот немножко получился. Далее загибаю на 5 миллиметров, не более, каждый край. Прострочила. Так, где у меня вот эта изнаночная сторона, чтобы вот таким вот образом пришить вручную. То есть, чтобы здесь отступ был, ну, буквально 5 миллиметров. Вот с каждой стороны. Сделаю еще карманчик. Так, не забывайте, что сумочка будет вот так вот складываться. То есть карманчик пришивается вот где-то в этом месте. То есть это вы учитываете вот где-то здесь. Все. Просто обычным способом на машинке сейчас прострочу края и приделаю карманчик. Покажу, как я присоединяю. То есть без боковинок, да, самый простой вариант, потому что боковинки, смотрите, они у меня из изнанки вот выглядят, в принципе, красиво. Чтобы не заморачиваться, я без боковинок сделала вот такую красивую подкладку. Итак, когда подкладка готова, вот таким вот образом прикладываем. Не забываем, вот у нас карманчик, то есть прикладывается вот так вот к длинной части. И соединяется все, кроме вот этой части, потому что сюда мы еще будем вставлять вторую часть замочка. Поэтому пришиваем раз, два, три стороны. Сейчас приблизительно хотя бы покажу, как я это делаю. То есть ввожу иголочку, в принципе, в любом месте. Так вот возьму. Делаю стежок. Делайте так, чтобы он с изнанки был такой невидимый. Ой, то есть, чтобы эта ниточка у меня скрывалась вот так вот внутри. Потому что, в принципе, ниточка светлая. Вот в этом месте, где выходит. То есть мы такой невидимый делаем шов. Я снова беру вот так вот иголочкой. Делаю стежок здесь. Вот видите, шов получается совсем невидимым. Потом вот в этом месте снова продеваю. Ниточка выходит вот так. И в этом же месте
я делаю стежок уже на подкладке, то есть в самый вот этот вот такой горбик, в самую вершину. Все, и когда все стягиваем, смотрите, у нас вообще нигде не видно этой ниточки. И таким образом я соединяю вот эту часть, вот эту и вот эту. Все, вот эту оставляю открытой. Вот, если с лица смотреть, там, где короткая деталь. Итак, когда подкладку мы пришили, на данном этапе присоединим замочек. Берем вот эту деталь, состоит из двух частей, и я серединку вырежу потом. В принципе, если у вас нет такого специального ножичка, я вам покажу, да, то можете сначала ее вырезать. Сейчас посмотрим, как она здесь прикрепляется. Вот таким вот образом. То есть, если у вас такого ножичка нет, то вот это все, в принципе, можно срезать. Главное оставить вот здесь ячейки. И вот так вот. Сейчас я вам покажу, какой у меня ножичек. Вот. Все легко, в принципе, прикручивается. И вторая часть. Да, вот это все, в принципе, лишнее. Можно было бы изначально обрезать, а я сейчас специальным ножом это сделаю. Вот так замок закрепился. У меня вот такой специальный ножичек, да, я вам уже не буду показывать, но я это все срежу вот так вот легко уже после присоединения замочка. Все, этим ножичком все хорошо внутри обрезается. Еще раз повторю, вы можете вот эти, только вот эти вот клеточки, да, остальные нам нужны для присоединения. Итак, вот эту деталь, да, можете обвязать, в принципе, любым способом. Я начала отсюда 3 полосы здесь, перешла вверх, раз, два, три, 4, все-таки запустила 4-ю полосочку под эту деталь, один раз прошлась вот тут и снова перешла сюда, раз, два, три, 4, переходим потом вниз, раз, два, три, и вот здесь вот 3 таких наискосок. Сейчас, в принципе, сейчас возьму вот так вот по краям, пройдусь вот здесь полосками, чтобы не было ничего видно. Так, вот здесь у меня выходит мой шнур. Значит, с этого места вот так вот просто обвяжу и сюда же приду. Так, показывать уже не буду. Вот отсюда пройдусь сюда и сделаю полосочки вот так наискосок. Пройдусь здесь и вот здесь закончу. Все, в принципе, здесь можно красиво спрятать хвостики, чтобы ничего не было видно, потому что вот эта часть у нас, она не пришив, ну, то есть мы уже подкладку здесь на нее не шьем. Итак, когда подкладку мы пришили, напомню, что здесь отверстие оставили, потому что еще замочек будем вставлять вторую часть. Теперь вот таким вот образом складывается сумочка и пришивается боковинка. Я сложу как раз вот этими уголками вверх с одной и с другой стороны. Вот с другой стороны у меня вот так вот будет. Все, приложили и начинаем вот так вот соединять. Соединяем. Вот здесь потом все обвязали, дошли сюда. Далее идем ко второй боковинке. Опять же, я начну все-таки, опять же, лучше отсюда. И вот так вот, опять же, дошла сюда, обвязала. Все, и потом вам покажу, как поставить дополнительную часть замочка и
присоединим уже верхний ремешок ручки. Итак, боковинки я присоединила. Я уже присоединила даже одно вот такое полукольцо, оно разъемное. Вот так вот просто открывается, да, и присоединяем. Смотрите, вот здесь отверстия у нас небольшие есть. Я начиная, по-моему, вот так вот со второго, ну, чтобы оно посерединке вот так вот присоединилось. И вот эту прямую часть как бы спрятала внутрь. Теперь мы присоединяем вторую часть замочка. Смотрим, как вам больше всего нравится, чтобы ваша сумка закрывалась. Вот, он может вообще полностью доходить к низу. Вот такие отверстия получаются. Можете чуть-чуть выше, то есть так, как вам нравится. И замочек легко присоединяется. В принципе, тут везде есть отверстия. Вот так вот. Вставили, и внутри, смотрите, вот эти внутри скобы просто зажали. Все, ваша сумочка готова. Вот так закрывается замочек. После того, как присоединили замочек, нам еще остается вшить вот эту часть подкладки. Итак, я присоединила одну короткую ручку. Смотрите, вот сюда на угол присоединила кольца и одела ручку. Хотя в комплекте их идет две. То есть по желанию вы можете либо на одно кольцо, либо тут еще в комплекте идет плюс 2 колечка. Вот таких и ручка. Есть бирочка, да, бирочка handmade. В принципе, тоже можно присоединить либо на сумочку. Вот такая красивенная handmade. Можно присоединить либо на сумку, либо, в принципе, внутри даже на кармашек. Вот так вот. Такая получилась сумочка, по мне очень красивая, стильная. Смотрите, размер. Размер получается 21,5 сантиметр. И здесь 14 сантиметров. Что касается пряжи, смотрите, еще какой клубок остался. Я не знаю, здесь есть ли половина клубочка, ну, то есть хватит ли еще на одну сумочку. Но с одного моточка, в принципе, можно еще будет сделать и какие-нибудь брелки, либо чехол для очков. Вот, если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем пока-пока и всего самого наилучшего.